Я знаете, чего не пойму? Почему я не могу использовать отвертку на банке с краской? А я могу. Я разве не пробовала? Я же пробовала, нет? Я не помню. Мне казалось, я пробовала. Или я просто подумала об этом. Я, скорее всего, об этом подумала. Вот и все. У нас есть все, что нужно. Отлично. Теперь вы расскажете мне о кошачьей вдове? Да. Время истории, Митси. Легенда гласит, что однажды на свете жил плохой человек, который ненавидел кошек. Он ненавидел своих соседей тоже и свою работу, а когда шел дождь, он сыпал проклятиями и разбивал все подряд. Он ненавидел свою лысину, свое слабое уродливое тело. Возможно, он ненавидел себя сильнее всего, хотя никогда не признал бы этого. Думаю, я понимаю, к чему это идет. Однажды из чистой ненависти к миру и всему живому он поймал семеро кошек и утопил их всех в реке. Семью. В тот день солнце потемнело, все птицы замолчали, пока 6 кошек боролись за жизнь. Но они были в крепком джутовом мешке, и у них не было и шанса. Они все умерли в тот день. Все, кроме одной. Мать-кошка в отчаянной борьбе за жизнь по чистой случайности процарапала путь наружу из мешка, доплыла до берега. Она потеряла все в тот день. Своих прекрасных детей, своего достойного мужа. Ее сердце разбилось на куски, когда она увидела, как поток уносил их безвольные тела. Она следовала за ними многие дни, так долго, как могла. Потом, в конце концов, она потеряла их из виду. Она постояла немного на берегу. Мир остановился для нее. Ее глаза опустели и ослепли. Потом в один день она медленно соскользнула с берега в холодную темную воду. Она поддалась ей. Она дала реке забрать ее тоже, окутать водой ее рот, ее уши, глаза. Но когда вода заполнила ее легкие, она начала падать в темноту, появилось другое, странное чувство, которое жгло ее разум, как огонь. Злость, ярость даже. Последним желанием, прежде чем она утонула, было желание мести. Желание крови. Она вернулась, переродилась и изменилась. Кошачья вдова. Сокрытая тьмой госпожа кошек. Тело молодой женщины, но глаза кошки и лицо белое, гнилое, лицо мертвеца. Те, кто видели его, редко выживали, чтобы рассказать об этом. Она отомстит всем котоубийцам, мучителям кошек, но сначала ей нужно было кое-кого увидеть, кое-кого особенного, того, кого она ненавидела больше всего. Когда наступил вечер, в его квартире стояла странная тишина. Так как он жил один, он обычно заполнял тишину звуками радио или телевизора. Но в ту ночь он выключил их, чувствуя тревогу и усталость после работы. Он пытался уснуть, но не мог. В этот раз не было никого, кого бы он мог обвинить в этом. Когда он посмотрел в окно, он думал, как же сильно ему опостылил этот вид. Когда-то давно ему он нравился, когда его жена еще была здесь, и они были счастливы вместе. Внезапно в дверь постучали. Часть его была рада, потому что это означало, что он может выместить злобу на том, кто решил побеспокоить его. Там никого не было.
Он был почти разочарован, но прежде чем он повернулся, чтобы уйти, он заметил что-то в коридоре. На стену напротив падала тень гигантской кошки. Он остановился снова. Он не мог поверить своим глазам. Некто написал «кота-убийца» на его двери. Он страстно любил поезда. Хотя он ненавидел управлять поездом, ему всегда нравилось смотреть, как они движутся. Но сейчас его модель поезда двигалась сама по себе. Он был абсолютно уверен, что выключил ее, но все же вот она, движется на сумасшедшей скорости, пульта управления нет. Что-то было сильно не так. Это что-то теперь вошло в его дом. Он надеялся, что у него просто разыгралось воображение. Но в спальне его ждал еще один сюрприз. «Кошачья вдова здесь?» было написано везде на стенах. Как во сне он пошел на кухню, чтобы попить воды. Воды не было. Он знал, что в подвале есть кран, который выключает ее, но в подвал никто уже давно не спускался. Ему стало плохо. Все не имело смысла. Но все же глубоко внутри он знал, что-то, что он сделал с кошками, было неправильно. Часть его почти желала наказания. Часть, которую он так усердно пытался спрятать. Ему показалось, что он что-то слышал в коридоре. В квартире был кто-то кроме него. У него кружилась голова, он чувствовал, что он в ловушке, будто животное. Ему надо было выбираться отсюда. Испугавшись уже по-настоящему, он решил вызвать полицию. Его телефон был бесполезен. Сим-карта была вынута, но это не было худшей частью. На экран была установлена фотография черного кота. Он помнил этого кота. Он видел, как этот странный человек из контроля за животными запер его в клетке и поставил ее в фургон. Он немного понаблюдал за этим, потом задернул шторы и пошел спать. Он остановился парализованный. Он услышал нечто впереди себя. Шепот. Но скорее мурлыканье. Она была там, в темном углу его гостиной, ожидая. Черная вуаль покрывала ее бледное мертвое лицо, но все же он почти чувствовал взгляд кошачьей вдовы, пронзающий его насквозь. Она подошла ближе, как призрак, и быстро откинула вуаль. Она вернулась за ним, забрать его в реку, заставить его заплатить за его поступки.
Когда он посмотрел в ее глаза, комната начала вращаться вокруг него. Его ноги подкосились, штаны намокли в промежности. Как бы он ни ненавидел жизнь, он не хотел умирать. Внутри он был лишь жалким, вонючим трусом. И он упал в обморок. Ты видела его лицо? Я знала, что он поведется. Да, мы его до смерти напугали. Вот это командная работа. Вы уверены, что он не узнает, что это вы? О, он, наверное, поймет, как только осмыслит, что произошло. Но он слишком горд, чтобы признать, что его победила женщина. Я знаю его достаточно, чтобы в этом не сомневаться. Ну, будем на это надеяться. Я не хочу, чтобы у вас были проблемы из-за меня. Нет. Это я должна была сделать для себя. Теперь я чувствую себя гораздо лучше. Единственная проблема теперь в том, что мы еще не нашли глаз Адама. Потому что это определенно не Брайан. Я прочесала его ноутбук, все, что я нашла, это куча порнухи. Давай вычеркнем его. Но остается же. Ну, это значит, что мы проверили всех. Тупик, может, я ошиблась? Может, он вообще не здесь живет? Надо все хорошенько обдумать, быть. Может, у нас появятся какие-нибудь идеи к утру? Ну что, пойдем домой? Да. Я очень устала. Вы правы, нам нужно поспать. Как бы я не хотела, чтобы в этом здании... Как бы я хотела, чтобы в этом здании был лифт. Что это? Записка? Что там говорится, миссис Эй? Ты не поверишь. Приходите в полночь, обе. Я буду ждать. Квартира 5. Дверь будет открыта. Не бойтесь. Глаз Адама. Квартира 5? Это тот старикан. Не может быть. Он не может быть им. Думаю, мы узнаем. В полночь. Осталось всего несколько часов. Давай выпьем кофе. Блин. Серьезно. Да, я, скорее всего, разделила все-таки серию на 2 части. Я полагаю. Скорее всего. И это должна быть уже 2-я часть. А может, и не делила. Хз. What the... Это... Только я и ты, моя любимая. Никто не найдет нас здесь. Так, опять ты? Не беспокойся, Айви. Все будет хорошо. Я всегда буду любить тебя. Ты это знаешь. Тебе будет лучше. Извиняюсь, она живая? Что происходит? Да почему я ничего не понимаю? Глава 7. Не корми тролля. Так, я ничего не делаю, если что, это кат-сцена. Да что? Окей, полночь.
Я прям сложно понять меня, что. Так. Мне не нравится вид этой воды. В аквариуме нет ни одной рыбешки. Просто посмотри на эту дверь. Сумасшедший гаденыш. Это нас не остановит. Какие-то странные провода. Думаю, на кухне кто-то есть. Куда пошла ты? Старик? Вы? Вы Адам? Я? Нет, конечно нет. Я не имею никакого отношения ко всем этим глупостям. Никогда не имел. Это мой сын. Я говорил ему раз за разом, но он никогда не слушал. Так и знала. По-любому он здесь не один живет. Почему он сразу не... Я сделал все, что мог, чтобы защитить моего мальчика. У него остался только я с тех пор, как мама умерла. Но этого было недостаточно. А где же он тогда? Где глаза Адама? Он в своей комнате. Где ему еще быть? Он всегда в своей комнате, пялится на монитор так долго, как может. Слушайте, я принял решение насчет этого. Я хочу помочь вам. Он в таком состоянии, это зашло слишком далеко. Я не могу участвовать в этом. О чем вы говорите? Вы не понимаете. Он наблюдает за нами. Прямо сейчас он может видеть нас через камеры. Он много знает об этих вещах. Я не особо понимаю во всем этом. Только насколько мне нужно, но не так уж много. Дайте нам ключи к его комнате, я хочу поговорить с ним. Слушайте, это ловушка. Он знает, зачем вы здесь, он убьет вас. Вас обеих. Но он не убьет меня. Он не посмеет. Все эти годы я заботился о нем. Он обязан мне всем. Он просто прикидывался, да? Это разбивает мне сердце так поступать, но разве у меня есть выбор? Он оставил мне это. Я должен был хранить ее для себя. Но я хочу, чтобы вы ее взяли. Он не посмеет убить своего отца. Я не позволю погибнуть двум невинным людям из-за него. Что это? Просто заберите ее. У нас нет времени. Вы не поняли? Он следит за нами. Что? Что это, миссис Эй? Коробка из-под обуви. Уберите. Избавьтесь от нее. Он должен видеть, что ее у меня больше нет. Мы откроем ее? Картонная коробка из-под обуви. То есть мы откроем ее? Противогаз? О, господи. Митси, нам надо уходить отсюда. Быстро. Это противогаз. Он хочет отравить нас. Противогаз. 1. Но его же можно надеть одной из нас. Одной, да? У нас есть один противогаз, и мы должны его надеть срочно. Слишком поздно. Черт. О, черт. Нет. Остановись, Адам. Ты убьешь своего отца? Мы не доберемся до двери, газ заполняет комнату слишком быстро. Срочно. Надевай противогаз. Наденьте противогаз, миссис Эй. Как же ты? Нет, я не могу. Вы должны, это единственный шанс. Нет, я не могу дать тебе умереть. Только не так. Из-за меня мы здесь. Я все равно умираю, а вы... Вы должны жить, миссис Эй. Вы будете жить и будете снова счастливы. Вы отличный друг, миссис Эй. Нет.
У тебя назначено свидание. Я не позволю тебе его пропустить. Я не могу. Нет времени спорить. Мне ничего не будет. Теперь надевай. Митси, загадай овощ, пока меня нет. Она же оживет? Опять. Она же оживет? Она живет. Так. Ты? Добро пожаловать домой. Не надо было ей верить. Я ждала тебя. Почему ты так долго? Говори, что хочешь сказать, давай закончим с этим. Я устала от тебя. Устала от всего этого безумия. Мне просто нужно вернуться обратно. Очень хорошо. Я не планирую тебя задерживать. Давай пройдем внутрь. У меня есть последнее дело для тебя. За последнюю свечу? А, подожди, тут 2 свечи. Осталось еще 2 свечи, Сьюзен. Ты знаешь, как это работает. Душа взамен души. О, Господи, и все? Я задую последнюю свечу, мне никогда не придется встречаться с тобой снова? Только если задуешь правильную. Я тебя больше не беспокою. Разве ты этого хочешь? Не этого хочешь? Но если ты выберешь ложную, то твоя жизнь погаснет навечно. Просто вдохни и сделай это. Как мне узнать, какая правильная? В этом смысл, Сьюзен. Ты не можешь знать этого. В жизни ты не всегда можешь знать последствия перед принятием решения. Ты еще не поняла этого? Это нечестно. Все нечестно. Ты открыла свое сердце этому доктору, и он зарезал тебя как животное. Потом те отвратительные каннибалы. Они бы разделали тебя и приготовили на ужин, если бы ты им позволила. Что насчет того мужчины с цветами? Все, чего он хотел, это услышать, как ты играешь, прежде чем раскроить тебе череп. То, как твой муж обращался с тобой, то, как соседи смеялись над тобой все время просто за то, что ты не такая, как они. Ты не заслуживала все это, но все же это случилось. Я что-то забыла? А, да, конечно. Превыше всего, было ли честно? Заткнись. Просто заткнись, гадкая стерва. Теперь я знаю, кто ты на самом деле. Все эти чувства, что были внутри меня эти годы. Это горькая вина и жалость к себе. Ненависть к себе и всем остальным. Ты — это гадкая болезнь, которая пожирала мое сердце все эти годы. Ты всегда рядом. Всегда. Каждый день я смотрела на тебя в зеркало, как темное облако, через которое ничего не видно. Я дала тебе управлять моей жизнью. Я верила, что это правильно, чувствовать так. Но с меня хватит. Это закончится здесь. Тогда задуй свечу. Ехребашу, я что, знаю? Это, я реально сейчас делаю выбор чисто на случайность? Если я неправильную свечу задую, то это реально просто случайность? Или нет? Или у меня нет все равно? Или это просто иллюзия выбора?
Я не знаю. Я хочу задуть... Я сперва я захотела задуть правую. А теперь я почему-то очень сильно хочу задуть левую. Хотя сперва я реально подумала задуть правую. Но вот сейчас... Я не знаю, честно, влияет ли это действительно на что-то. Я задую левую свечу. Отлично, Сьюзен. Помидор. Ты загадала помидор, верно? Помидор — это фрукт, глупышка. Какая разница? Я люблю помидоры. Я загадала помидор. И я. Но не хочу разочаровывать вас, но я на самом деле думала о луке. Почему лук? Это самый печальный овощ, конечно. Он заставляет людей плакать. Что случилось, миссис Эй? Я видела, как вы умерли, но нет? Вы здесь, живая, будто ничего и не было. Ну, скажем так. Все знают, что у кошек по 9 жизней. Так же, как и у кошатниц, очевидно. Но в этот раз я чувствую, что вторых шансов не будет. У меня осталась последняя жизнь. Я не могу потратить ее. Вы такая сумасшедшая, миссис Эй. Вы абсолютно чокнутая. Но я так счастлива видеть вас. Никогда больше так не делайте, хорошо? Это я могу легко обещать тебе, Митси. Что не... Вот и все. Его комната за этой дверью. Нет, подожди. Пора встретиться с глазом Адама. Короче, чего мы ждем? Давай сделаем это. Я чувствую, что все не так просто. Это несчастливый конец, да? Несчастливого конца не будет, да? Это несчастливый конец, да? Ну, ты глаз Адама. Жалкий, прикованный к коляске инвалид? Это шутка? Ты знаешь, кто я такая? Ты знаешь, что ты причинил мне? Ты чертов убийца. Этой ночью твой черед умирать. Я измажу стены этой комнаты твоими мозгами, буду смотреть и улыбаться. Клянусь Богу, я сделаю это. Что? Нечего сказать? Совсем нечего? Не собираешься умолять меня сохранить твою жалкую жизнь? Стреляй. Скажи что-нибудь. Что угодно. Стреляй. Хрен с ним. Митси, откуда у тебя этот пистолет? Это не важно. Пожалуйста, миссис Эй. Это я должна сделать. Вы можете уходить, если хотите. Вам не нужно участвовать в этом. Попробуйте понять. Моли прощения, мразь. Да убей его, все, забей, не надо вот этого все. Что с тобой не так? Ты не веришь, что я убью тебя? О, я мечтала об этом так долго. Посмотри на него, Митси. Он не пошевелился ни одним мускулом за все это время. Я думаю, он парализован. Это невозможно. Он лжет нам. Он прикидывается. Сделай что-нибудь. Говори, ради бога. Мне нужно, чтобы ты ответил. Мне нужно знать. Он не ответит тебе. Он не может говорить. Тогда как он писал все эти сообщения в интернете? Что за... Как он это сделал? Думаю, я знаю как. Видишь ту маленькую штуку на его левом глазе? Я слышала о таких, это контроллер.
Похоже, единственная часть тела, которую он может двигать, это глаз. Контроллер следит за движениями его глаза, позволяя ему... Что? Это смешно. Как вы вообще знаете о таких вещах? Я медсестра. Я видела такие раньше. Ну, я видела управляемую глазом инвалидную коляску, но не вижу причин, почему это не будет работать с компьютером. Господи. Это бы объяснило имя Глаз Адама. Он действительно просто глаз. Но нет, это ничего не меняет. Он должен умереть. Он не заслужил ничего другого. Слушай, а может просто глаз ему вырвем и все, типа, ну... Это прям вообще концовка будет для него. Типа, живой, но не живой. Слушай, давай вырвем его глаз. Дует, нет, не делай этого, вырви его глаз, не делай этого. Что? Ты высокомерное дерьмо. Я же сделаю это. Просто скажи мне одну вещь. Одну. Зачем? Зачем ты заставил Джека убить себя? Вырвите ему глаз и все, блин. Газом воняет. Реально газом воняет. Ладно, с удовольствием. Готов умереть, мудила? Посмотри на кислородное болото. Не думаю, что это хорошая идея. Что, почему нет? Я здесь держу пушку. Я вынесу мозги этой сволочи, как только он посмотрит на меня. Ты слышал? Посмотри на меня. Я хочу, чтобы ты видел, что она делала. Какую боль ты причинил мне. Митси, я не про то. Просто отпусти пистолет на секунду. Нет. Нет, я не могу сделать этого, миссис Эй. Простите. Это вещь я должна сделать. Я должна. Ты не слышишь? Этот шипящий звук. Очевидно, это баллоны пропускают. Пожалуйста, не вмешивайтесь. Из-за тебя вся комната взорвется. Мне все равно. Просто отстаньте от меня. Ты солгала мне, ты говорила, что хочешь убить его. Разве это не было очевидно? Что вы думали, я хотела сделать? Выпить с ним кофе, поговорить о погоде или политике? Говорила, что не хочет убить. Не знаю, почему-то мне написали. Ради бога, я здесь, потому что этому козлу нужно умереть. Если я не убью его сейчас, он просто продолжит, и больше невинных людей потеряют свои жизни. Вы этого хотите? Потому что я нет. Это не способ. Вместо этого просто выключи эти компьютеры. Нет, он не заслужил жить после того, что он сделал. А кто ты такая, чтобы судить вот так? Ты правда хочешь убить невооруженного парализованного человека? Да это не то, что я хотела бы сказать. Почему вы делаете это, миссис Эй? Я думала, вы мой друг. Да нет, это не то. Именно поэтому я делаю это. Даже если мы переживем взрыв, как ты будешь жить с этим? Мне не так уж долго жить с этим. Справлюсь как-нибудь. Подумай об этом немного, разве Джек хотел бы этого? Он... Эта сволочь промыла мозг Джеку. Он обманул его. Вот что он сделал. Он развел его. Но разве Джек действительно хотел бы, чтобы ты стала убийцей? Нет, не хотел бы. Он совсем не был жестоким. Он был добрейшим, милейшим парнем, которого я когда-либо знала. Именно. Теперь опусти пистолет уже. Что насчет меня? Нет, я сделаю это. Я знаю, Джек простит меня. Без своего отца он безвреден.
Отец снабжал его всеми этими технологиями, исполнял каждое его желание. Я знаю, этот парень гнилой человек, и его поступкам нет оправдания. Но он будет наказан за это, поверь мне. Они засунут его в какую-нибудь вонючую больницу, он будет доживать свою жизнь как овощ. Он будет прикован к кровати, у него будет время подумать о содеянном. Он никогда не увидит экран компьютера снова. Разве этого недостаточно? Он сказал, сделай это. Он хочет умереть, я хочу убить его. Он хочет, чтобы мы все умерли, разве ты не видишь? Разве ты не он проповедовал коллективный суицид? Вот почему он хочет, чтобы ты застрелила его, чтобы мы все разлетелись на куски. Завершающий акт работает ради его жизни. Ты собираешься доставить ему удовольствие? Помнишь слова о кормлении троллей? Именно этого ты добьешься, если убьешь его сейчас. Нет, может, вы и правы. Вам лучше уйти, миссис Эй. Я не хочу, чтобы вас ранило. Но я не уйду, не убив его. Даже если это значит, что я тоже умру. Митси, ты с ума сошла? Ты собираешься пожертвовать собой из-за него? Он паразит, бесполезный злой кусок говна. Мне все равно не для кого жить, так ведь? Что? Что насчет твоей матери, семьи? Она мертва. Да, я солгала. Я всегда вру. Я выросла в детском доме, моя семья не хотела меня знать. Единственный человек, которому было не все равно, это был Джек, и он мертв. Да, счастливы теперь. Так что вали отсюда, дай мне сделать то, что должна. Мне не все равно. Сделай это для меня. Да ладно, подруга. Это был длинный день. Давай пойдем домой. Мы выиграли. Правда? Поверь мне, мы выиграли. Как? Я кошатница. С того момента я выигрываю каждый чертов день. С этого. У нас не будет плохой концовки? Плохой концовки не будет? Да я. Снова. Говорю о своей обычной мелкой жизни, как обычно. Меня удивляет, что кому-то вообще интересно читать все это. Бредни кошатницы. Может быть, я уже больше и не кошатница. Многое изменилось с тех пор, как Митси умерла. Я никогда не забуду те последние дни. Это ужасная смерть в больничной койке, без надежды, и вся жизнь проходит мимо тебя. 6 месяцев назад я потеряла лучшую подругу своей жизни, но, по крайней мере, я знала, что это произойдет. У меня было время принять это, как она приняла, и я могу только быть рада, что мы провели это время вместе. Хотя я все равно скучаю по ней. Каждый день. Я говорила, что из-за нее я все это делаю. Я открыла ее ноутбук той ночью после похорон. И там была она. Заявка в друзья годовой давности. Маленький подарок из могилы. Я встретила людей. Мы гуляем иногда. Я больше не одинока. Оказалось, есть и другие, кто чувствует то же, что и я чувствовала. Я говорила с ними, пыталась помочь. Да, это не твоя вина. Все, что могу делать, это плакать. Это, я так понимаю, их переписки, да?
Я пытаюсь... Я счастлива, что... Блин. Вам. И теперь я пишу этот блог. Должна признаться, вчера был плохой день. Один из тех дней, когда кажется, будто ты в прошлом, все хорошие вещи, происходившие в твоей жизни, были просто сном. Но я проснулась сегодня, и мне легче. Может быть, я никогда не смогу избавиться от нее, от этой невидимой болезни. Может быть, она всегда будет жить где-то глубоко внутри меня, спать, ждать. Когда она ударит сильно. Это Митси? Или это ее дочь? Это могила Митси или ее дочери? Но если Митси научила меня чему-то, так это тому, что нужно собраться и жить дальше. Не важно, что жизнь несправедлива. Не важно, что ты совершаешь ошибки, ты упадешь и снова поднимешься. Мир полон лжецов, предателей, трусов. Но то и дело встречаешь людей вроде Митси, кто просто смеется неприятностям в лицо. Теперь я простила мир и себя тоже. Я учу себя улыбаться снова. Однажды я попаду туда, я знаю это. Даже если это займет не 9, а 9 сотен жизней. Музыка такая еще, блин. Я не знаю, я не уверена, какой... Я не уверена, какой концовкой это считать, потому что то, что Митси умрет, это, типа, это было очевидно, потому что у нее рак. Блин, музыка такая. Но... я не знаю... Правда, можно ли это считать хорошей или плохой концовкой, потому что все-таки я не знаю, напишите, что вы думаете просто. Я думаю, что скорее это все-таки больше не сказать, что хорошая концовка, но вполне себе неплохая. Типа, она все-таки, как она сказала, она научилась у Митси тому, что нужно вставать и улыбаться неприятностям в лицо, да. Очень, очень неплохо. Да, короче, определенно я могу сказать, что это классная игра и довольно крутая, и заставляет задуматься о многих вещах. Особенно таким людям, которые похожи на главную героиню, если вы понимаете, о чем я. Таким людям, которые, может быть, проживают плохие времена. Или... Ну, вы понимаете. Короче, да. Мы обязательно будем проходить остальные игры от разработчиков, потому что, насколько я знаю, там еще 2 или 3 игры есть у них. И, возможно, они как-то немножечко плюс-минус связаны, но, по крайней мере, я думаю, атмосфера будет... Примерно такая. Оно просто вышло сейчас. Оно просто вышло. Короче, ладно, неважно, у вас тут черный экран, но да, так и должно быть. Там было написано «Нажмите, чтобы жить». О, боже! Там было написано «Нажмите, чтобы жить». Серьезно. Я не знаю почему, но это так сильно, так прям... Я не знаю почему, но эта фраза в конце «Нажмите, чтобы жить». Я нажала, и оно просто меня кикнуло из игры. Это... О, боже!
Я не знаю, это так круто сейчас было. Вот концовка с этой фразой — это просто нечто. Это просто нечто. Блин, я не знаю, это так круто просто. И да, у меня очень сильно сейчас Ух, просто вау, вау. Жесть. Короче, да. Пишите, как вам с концовки. Я вообще с вот этой последней фразы вообще в ахере сейчас. Спасибо вам, твинчаты, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич. И ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем до следующих видео. Идем жить.